Народилось имя Русь, и народились истоки общего искусства огромной страны. Определяющим началом стал географический фактор. Необъятные просторы сформировали национальное чувство красоты, чувство романтическое, космически всеохватное и в то же время полное массы реальных местных примет. Начальные шаги к красоте были всецело языческими, обращенными к первостихиям природы. Ведь именно им поклонялись древние славяне. Но есть четкая и непреложная граница, на которой, к слову, «Русь» прибавилось понятие красоты. Красоты всецело рукотворной, а не примышленной к природе. Это конец X века, когда киевский князь Владимир Равноапостольный принял христианство из рук Византии. Православная вера, как свидетельствует древняя летопись, была избрана именно из-за красоты богослужения. Церковная красота начинает осуществляться. Византийские мастера и их русские ученики возводят белокаменные храмы. В XI-XII веках сложился характерный композиционный и декоративный репертуар древнерусского зодчества, заимствованный из Византии, но насыщенный массой местных деталей и вариаций. Архитектоника этих крестово-купольных построек с различным количеством внутренних столпов определяется массивными стенами и венчающими их сводами, закомарами и куполами. Их архитектурные ритмы задают новый масштаб и новый смысл культуры. Смысл уже не природный, а человеческий. Точнее, богочеловеческий. Ибо совершенное художество воплощается в материале подобно тому, как воплотился на земле Христос, Бог-Сын, принявший телесный облик ради искупления человеческих грехов. Под покровом церкви, словно под покровом Богоматери Аранты, формируется третий мир, который существует отныне наряду с человеческим и природным мирами. Это мир искусства, в ту эпоху всецело обязанный своим существованием христианству. Софийские храмы в Киеве и Новгороде самим названием своим выражают преемственную связь с тогдашним центром всего православного мира, храмом Святой Софии в Константинополе. Они оба задали искусству общий, невиданный еще на Руси, монументальный масштаб. Внешнее убранство храмов выглядит значительно сдержанней внутреннего. Ведь в интерьере-то, собственно, взгляду и является то райское великолепие, что снаружи лишь предугадывается. Церковные интерьеры украшаются фресками. Закладываются основы многовековой системы храмового декора, сюжетно-символическими библейско-евангельскими сценами на стенах, изображениями пророков и святых на столбах и, наконец, с Христом Пантократором, грозно взирающим сверху из-под купола. Формы ранних мозаик и фресок незыблемо статичны, вычерчены мощными, как борозды, линиями и по-своему архитектурны. Недаром фигуру Богоматери Аранты в конхе центральной апсиды Софии Киевской уже в давние века прозвали «нерушимой стеной». Святые мужи и жены, заполнив поверхность стен и столбов, словно удерживают на себе всю конструкцию храма,
являя зрителю просветленную, божественно-человеческую природу, сосредоточенную вокруг литургического действа. Последнее же закрепляется в качестве необходимого духовного центра, обеспечивающего прочный синтез всех видов средневекового творчества. Главным источником иконографии служит искусство Византии. Оттуда привозятся иконы, что служит примером высокого искусства, входя в то же время и в число самых почитаемых святых образов. Сияние красок икон является Божьим даром, тем драгоценным даром, что указывает верный путь и защищает от врагов. Самая славная из средневековых икон, Богоматерь Владимирская, была написана греческим художником или, как тогда говорили, изографом. На это указывает и южный тип ее лика. Но она стала свидетелем русской истории, святой покровительницей русской политики. Совершив ее перенос из Киева в окрестности Владимира, князь Андрей Боголюбский наметил новые геополитические рубежи. Русь, размечая свой путь иконами и церквями, двигалась на восток. Но с востока пришло татаро-монгольское иго, открывшее иную эпоху русской культуры. Эпоху политической раздробленности русских княжеств, трагическую, но проникнутую в том, что касается церкви и ее искусства, суровым великолепием. При этом христианская иконография и символика по-прежнему оставались объединяющим началом, своего рода духовным шатром, раскинутым над просторами Северной, Центральной и Южной России. Под этим шатром теперь все громче заявляли о себе Новгород и Псков, Владимир и Суздаль, Ярославль и Ростов. И в каждой из этих земель складывались собственные строительные, живописные и декоративные навыки, свой рукотворный ландшафт культуры. Во Владимиро-Суздальских землях сложился архитектурный стиль, впечатляющий особым благородством линий и форм. Облик здешних храмов был подобен райскому, быть может и впитавшим в себя мотивы окрестных полей и лугов, но придавшим их плавной красоте возвышенное очарование. Эти прекрасные строения из тесаного белого камня, в основе своей сравнительно простые, кубические или прямоугольные по объему, с просторным интерьером, часто окружались галереями. Внешние их формы выделяются изяществом пропорций и ритмов, точной прорисовкой архитектурных деталей, но самое главное – богатым скульптурным убранством, сочетающим растительные узоры и элементы звериного стиля с сюжетно-символическими мотивами. От церкви Покрова на Нерли к Владимирскому Дмитриевскому собору и, наконец, Георгиевскому собору в Юрьеве-Польском роскошь этого рельефного декора последовательно нарастает. Отдельные вставки сменяются сплошным ковровым узорочьем. При этом восточные и южные степные орнаменты соседствуют тут с чертами западноевропейского романского стиля. Искусство Новгорода и Пскова кажется более близким к земле, к почве. Оттуда архитектура вырастает наподобие монументальных
и массивных плодов. Здешние храмы, как правило, сравнительно небольшие, иной раз вообще бесстолпные, с цельным, компактным внутренним пространством. Сложены они не из тесаных блоков, а из почти необработанного грубого камня, известняка и валунов, перемежающихся прослойками плинфы. Отсюда неровности их стен и живописная иррегулярность деталей. Эти черты новгородско-псковского зодчества находят, в частности, замечательное выражение в церквах Спаса на Ковалеве и Николы на Липне. Многим известным иконам, происходящим, к примеру, из Владимира или Ярославля, свойственно воистину царственное величие, проступающее и в торжественном красочном строе, всецело подчиненном мерцанию золотых фонов и ассистов, и в строгой гармонии линий. Чем дальше же от центра к северу, тем проще манера письма. Резче колористические контрасты, теснее связь с приемами народного искусства. Однако этот северный демократизм отнюдь неравнозначен примитиву. В таких образах, как Илья Пророк в пустыне с житием или псковская икона с 3 святыми женами Параскева, Варвара и Ульяна, аскетический богословский смысл выражен достаточно доходчиво, ярко и эмоционально. Все тоньше дифференцируется тематика икон. Верховным средоточием их мистического обаяния предстают композиции со Спасом нерукотворным, те строгие и монументальные лики Христа, которые восходят к первым святым образам, тем, что по преданию были сотворены божественным произволением, а не человеческим творчеством. Иконы Богоматери представляют Царицу Небесную то нежной матерью, то величавой защитницей, то молитвенницей за грешное человечество. При этом каждая из ее ипостасей дополнительно уточняется в повсеместно или местно чтимых образах, прототипы которых, как правило, связаны с легендой о чудотворениях. Многие сакральные образы посвящены сценам и символам из Священного Писания. Древнерусская живопись являет зрителю и обширное сообщество святых. Самыми популярными из них на Руси издревле были святитель Николай и святой воин Георгий Победоносец. Первыми же русскими святыми стали еще в киевский период князья Борис и Глеб. Иконы нередко пишутся как житийные, с клеймами вокруг центральной их части, средника. Церковное искусство все активнее входит в жизнь. Об этом красноречиво говорят разные типы икон. Они сопровождают человека во всех его делах. В XIV веке византийского типа алтарная преграда все чаще сменяется иконостасом, по сути, целой стеной из икон. Со временем она превратилась в главный элемент убранства русского православного храма. Во Владимире, Пскове, Новгороде и других художественных центрах процветает и искусство фрески, отражающее как византийские традиции, так и связи с югославянскими странами. Наиболее ярким проявлением этих связей являются росписи Псковского Преображенского собора Спаса Мирошского монастыря, созданные, очевидно, совместно греческими и русскими мастерами. Число живописных образов последовательно увеличивается. Внутри образа идет вечный диалог. Диалог между человеком и божеством. Между, говоря на старославянский лад, дольним и горним. Строгий взгляд Спаса Христа в его ипостаси верховного судьи вопрошает. А человек отвечает, откликаясь всеми своими помыслами. Живопись же, собственно, и показывает нам, как все это происходит. Как сходится вопрос с ответом.
Таковы фрески Феофана Грека, полные аскетического настроения, переданного с тонким артистизмом. Они уходят от внешнего, чувственного мира в сферу внутренних сияний и озарений, со световыми бликами, что искрятся подобно молниям среди трепетно одушевленных и динамичных красочных гамм. Эти росписи, как и современная им архитектура и живопись, убедительно доказывают, что процесс самоопределения в искусстве охватывает все русские княжества. И нарождается тот образ святой Руси, который вне искусства был бы немыслим, да и попросту невидим. Кругом разорение и упадок, внутренние распри и внешний гнет иноверцев. Страны нет, она в географических осколках. Но великим светочем всего тогда еще немощного государства стал преподобный Сергий Радонежский. Его трудами в самом центре страны, в лесах к северо-востоку от Москвы, была основана малая обитель, та, что в будущем выросла в знаменитую Троице-Сергиеву лавру. Троицкий же собор, выстроенный на месте деревянного храма уже после кончины преподобного Сергия, стал на долгие годы прообразом каменного церковного строительства. А новые монастыри, основанные его учениками, и неподалеку от Свято-Троицкой обители и на дальних рубежах страны, в северных краях и на Волге, превратились в крепкую сеть в равной мере материальную и духовную. Сеть, удерживающая Русь от политического распада. По учению отцов церкви, все помыслы во время молитвы должны собираться в сердце. Так и вся страна стала собираться вокруг Москвы. Конечно, далеко не все дела московских князей, направленные к этой цели, можно признать образцами благочестия. Злоба, коварство и зависть по-прежнему остро давали о себе знать. Весь объединительный период шли жестокие брани, вроде той, что написано на иконе «Битва новгородцев с суздальцами». Но после победы в Куликовской битве вся русская история развивалась в новом русле. Развивалась уже не центробежно, но центростремительно или собирательно. В определенный момент исторического времени и пространства должен был явиться Андрей Рублев. В своей знаменитой Троице он воплотил завет высшей гармонии и доброты, преподанной великим святителем. Впервые в иконах был столь четко и ясно очерчен национальный русско-славянский тип, взамен того южного, что господствовал до сих пор. Рассуждая о красках Рублевской Троицы, не раз поминали васильки среди спелой ржи. Краски излучают ровное солнечное сияние, не столь уж резко отличное от света нашего дня. Живопись в полной мере становится зеркалом жизни. Философ Павел Флоренский в свое время восторженно заявил: «Есть Троица Рублева, значит, есть Бог». Мы вправе сказать и по-иному. Есть живопись Рублева, значит, русское искусство состоялось. Оно окончательно перестало быть византийской провинцией, горделиво самоопределившись на собственной почве.
В XV веке окончательно складывается система высокого церковного иконостаса, благодаря которой иконография святых образов получает четкую типологическую дифференциацию. К примеру, мелкофигурные и более повествовательные праздники резко отличаются от монументальных, зримо доминирующих в пространстве храма деисусных фигур. Усиливается и социальная дифференциация творчества. С аристократическим искусством Москвы и других крупных художественных центров резко контрастируют произведения, созданные в посадской или сельской среде. Особенно мощный пласт народного искусства образуется на северных рубежах государства. Это иконы северных писем, декоративные росписи и резьба, а также архитектура, в этих краях исключительно деревянная. Самые ранние из сохранившихся храмов, так называемые клетские церкви, напоминают большие избы, увенчанные крестом. Религиозное и светское начало соединяются здесь особенно непринужденно и легко. Московская церковная архитектура достигает особой монументальности и своеобразия в соборах и крепостных сооружениях Московского Кремля. На смену традиционным русско-византийским формам и приемам проступают вполне определенные черты итальянского Ренессанса, но Ренессанса, плавно и органично объединенного с эстетическими навыками местного Средневековья. В Успенском соборе Кремля итальянский зодчий Аристотель Фьераванти придал древнерусской храмовой композиции беспрецедентную масштабность, а интерьеру – невиданный пространственный размах. Итальянцы, работавшие в Кремле, оснастили ренессансным декором Великокняжеский дворец, а также новые крепостные стены и башни. Храмы нередко ставятся на высокий подклет. Курватуры фасадов, прежде в основном полуциркульные, теперь все чаще вытягиваются, обретая килевидную форму. Наряду с традиционными видами белокаменного резного декора широко применяются терракотовые орнаментальные вставки. Все более заметную роль играют кокошники в основании купольного барабана, составляющие особый ярус, как бы покрывающий храм нарядным венцом. При этом различные земли активно изобретают и развивают собственные архитектурные приемы, которые синтезируются под эгидой Москвы, охотно раздаривающей свое и столь же охотно осваивающей чужое. Завершается 15-е столетие творчеством Дионисия. Для его стиля типичны более удлиненные по пропорциям фигуры, прохладные колористические гаммы с преобладанием изысканных светлых оттенков, тяготение к идеальной красоте ликов, как правило, лишенных этнической, греческой либо русской характерности, и, наконец, замечательное декоративное чутье. Лучшие черты его творчества проступают как в иконах, так и в самом масштабном комплексе его произведений – росписях собора Рождества Богоматери Ферапонтового монастыря на Вологодчине, который он создал в самом начале XVI века вместе с сыновьями Феодосием и Владимиром.
Начиная с Рублева и Дионисия, укрепляются художественные связи разных русских земель. Московское искусство постепенно нивелирует местные школы и подчиняет их общему образцу. Однако само качество произведений в итоге отнюдь не снижается, прирастая тонким изыском и истовым усердием. Святая Русь словно воплощается воочию. Еще более значительное место в архитектуре занимает теперь монастырское строительство. Во многих обителях возводятся крупные соборы, повторяющие структуру Кремлевского Успенского собора, и тем самым наглядно утверждающие незыблемый авторитет власти московского царя и митрополита. В XVII же веке, постепенно теряя свое былое стратегическое значение, монастыри становятся все более нарядными, уже не столько оборонительными, сколько живописно-образными, напоминающими трехмерную панорамическую картину. Стены и башни многих монастырей соперничают по масштабам и мощи своей со стенами и башнями городских кремлей-крепостей. Соединение опыта деревянного зодчества с общей тенденцией к живописному усложнению объемов и силуэтов приводит к возникновению совершенно нового шатрового типа каменного храма. Позднее шатрами все чаще завершают не только основной объем храма, но и проездные ворота и колокольни. Усиливается исторически-мемориальная функция церковных зданий, выражением которой служит и внешний их вид, зачастую поражающий своей яркой и мажорной пышностью. Словно целый живописный город, как небесный Иерусалим, где пребывают души русских воинов, павших при взятии Казани, высится Покровский собор на Рву, более известный как храм Василия Блаженного. Вводится целый ряд конструктивных новшеств. Умножается число храмовых пределов, обходных галерей, гульбищ, узорных крылец, а также разного рода декоративных деталей. Шлемовидные купола вытесняются луковичными, усиливающими впечатление динамической устремленности храмов ввысь. Значительно обогащается и красочный колорит зданий. Традиционному контрасту белого камня и кирпичной кладки теперь добавляется раскраска и, наконец, звучные по цвету поливные изразцы с орнаментами, а порой и с фигурными изображениями.
Наконец, по замыслу патриарха Никона, под Москвой строится Новый Иерусалим, который символически воспроизводит пейзаж Святой Земли вместе с храмом Гроба Господня. Бурное развитие светского зодчества позднего русского средневековья находит высшее свое выражение в московских дворцах и палатах XVII века. Их общая архитектоника, равно как и пышное орнаментальное убранство, оказывают заметное воздействие и на церковное строительство. Светское и религиозное начало в архитектуре теперь общаются по закону сообщающихся сосудов, уже не разделенные той строгой иерархией, что царило в искусстве классического средневековья. Тяготение к усложненным многофигурным образам с одной стороны обретает впечатляющее эпикодраматическое величие и гармоничную полифоничность, а с другой конкретнее сопрягается с историческими реалиями. На византийскую основу икон налагаются западные влияния с их мирским, чувственным обаянием, уже весьма далеким от древнего аскетизма. Вместо темных ликов и скорбных взоров мы видим на иконах Симона Ушакова яркий румянец и блеск в глазах. Тот блеск, который, как кажется, ищет точку опоры уже в этом мире, а не по ту сторону земного бытия. К началу XVII века появились и первые русские портреты, парсуны, создававшиеся в русле иконной стилистики. Центром развития всех видов изобразительного и декоративно-прикладного творчества, своеобразной академии художеств поздней средневековой Руси, стала с середины XVII века оружейная палата Московского Кремля. Искусство перестает быть по-средневековому анонимным. 17-е столетие пестрит именами художников, и различия личных творческих манер все явственнее дают о себе знать. В ряде церковных росписей этого времени наглядно соединяются темы священной и мирской истории. В фрески проникает масса эмоциональных деталей, отмеченных острым жизненным драматизмом. Переход от отрешенно-созерцательной иконности к новому драматизму и чувственной натурности образов происходит и в религиозной скульптуре. Она теперь занимает в русской религиозной культуре весьма заметное место. В архитектуре формируется так называемое нарышкинское барокко, где на русско-византийскую структурную основу накладываются ажурные белокаменные детали, созданные по принципу классического ордера, античного в истоках своих, но переработанного в русле западного барокко. Европейский мир, в том числе и мир искусства, как религиозного, так и светского, становится все более тесным и внутренне взаимозависимым. XVIII век – это новый рубеж исторического пространства. Россия, наследница Византии, теперь окончательно обращается лицом к Западу. Во многом именно посредством искусства окно на Запад ныне и прорубается. Император Петр строит Петербург как грандиозную модель нового времени.
Прежде западное барокко внедрялось лишь частицами. Ныне же взметнувшаяся ввысь барочный шпиль Петропавловского собора задает свой курс всей России. Это курс на Европу, как раз тогда входившую в ту эпоху, что получила имя «Век просвещения». В Россию приезжают иноземные художники, от рядовых ремесленников до мастеров масштаба Растрелли и Фальконе. Нового типа дворцы и храмы достигают невиданного пространственного размаха и живописного великолепия. Исторически этапным в этом плане явилось творчество Бартоломео Растрелли. Его постройки представляют собой целые ансамбли, ритмически объединенные с помощью пластически разнообразных фасадов и внутренних парадных анфилад. В русле барокко складывается и местная разновидность стиля рококо, отмеченного особой изощренностью декоративных фантазий. Средоточием эстетических новшеств становится и портретная живопись. Среди значительных мастеров портретного жанра следует назвать в первую очередь Антропова, Аргунова, Лосенко, Рокотова, Левицкого. Человеческое «я» распространяется в мир, наполняя своими капризами культуру и природу. Все меряется чисто человеческой меркой, поэтому новое искусство кажется столь величавым и одновременно столь уютным, словно созданным специально для увеселения и комфорта. Эстетический праздник спускается с небес на землю. Однако византийский канон не исчезает из поля зрения, словно побежденный противник. Он соседствует с веком просвещения, изучая и, в свою очередь, просвещая его. Подобно величественному Смольному монастырю, или стройной барочной колокольне Троицы-Сергиевой лавры. В век просвещения, или, как его еще называют, век разума, само искусство кажется, по словам одного современника, приращением разума. Именно для разумного устройства государства российского создается Академия художеств. Искусство заботливо совершенствует, как бы воспитывает окружающий мир. Если в годы раннего классицизма главным центром архитектурных поисков по-прежнему пребывает Петербург, то к концу столетия мощно возрастает и значение старой столицы. В Москве возводятся масштабные ансамбли, заметно обновившие средневековую структуру города. Их архитектурный стиль эволюционирует от патетической живописности образов Баженова к гармонически величавым, воистину градообразующим постройкам Казакова. Российский век просвещения был фатально сопряжен с имперским деспотизмом и крепостной неволей. Фон эпохи, подобно темному фону старых фамильных портретов, хранит массу жестких и в высшей степени неизящных истин. Однако именно изящное искусство, благородное художество давало, быть может, самый верный шанс прижизненного освобождения, давало залог того спасения в красоте, благодаря которому все сословия, и высшие, и низшие, превращались в актеров праздничного театра жизни. Масса такого рода театров жизни рассеялась по России в виде усадебных ансамблей, где все конфликты принимали вид безмятежной идиллии. Эти постройки располагались на фоне ухоженной природы, среди специальных беседок, миловзоров, откуда все должно было радовать глаз.
Она давно прошла, и нет уже тех глаз. Но красоту ее Боровиковский спас, гласит строка Полонского об одной милой даме на старинном портрете. Так искусство в целом, оно спасло для нас век просвещения, век щегольской и наивный, лукавый и в то же время ребячески простодушный. С определенного момента, с той поры, когда искусство окончательно обособилось от религии, названия стилей начинают выражать содержание целых исторических эпох. Романтичны не только картины или здания первой половины XIX века, но и само время, полное великих надежд и упований. Внешние формы могут быть строго классическими, ведь начинается-то XIX век именно с классицизма, с русского ампира. Но они все равно наполнены романтической мечтой. Мечтой о грядущих судьбах Российской империи, войска которой только что разгромили Наполеона и победным маршем дошли до Парижа. Композиции больших городов формируются как совокупности парадных ансамблей с центральными зданиями и монументами, символизирующими триумф и величие российской монархии. Основоположниками этой градостроительной системы в Петербурге стали Захаров, Воронихин, Тома де Томон. Высшим, наиболее красноречивым выражением и в то же время блестящим итогом ансамблевых систем города на Неве послужила деятельность Росси и Монферрана. Зодчие и художники в новой и старой столицах, равно как и в провинции, привыкают мыслить картинами, примеряя их к реальности. И пестрая реальность входит в раму, научившись жить по законам искусства. Магистральным путем творческих поисков и инноваций становится эстетика романтизма. Старшие художники-романтики, такие как Венецианов, Тропинин, еще достаточно классицистичны, тяготея к умиротворенным идиллиям, выделяющим в реальности ее просветленно-гармонические черты, насыщенные особым внутренним одушевлением. С максимальной определенностью новые принципы проступают в портретах работы Кипренского. Присущая новому стилю лирическая мечтательность, равно как и творческий индивидуализм, находят проникновенное выражение в автопортретах, которые охотно пишут почти все ведущие художники эпохи. Это время называют «золотым веком отечественной культуры». Для художников-мечтателей тогда существовали, собственно, не одна, а целых две земли обетованные. Одна — Россия, родина жизни, родина как таковая, с ее неведомым, но славным будущим, а другая — солнечная Италия, родина искусства, куда стремились, чтобы постичь его тайны. Казалось, что стоит лишь свести эти два края воедино, свести в художественной фантазии, в картине, и сама история двинется иными, более разумными путями. Творческая фантазия обнаруживала не только умиротворенно-гармоничный, как у Венецианова, но и катастрофически бурный потенциал. Таков последний день Помпеи Брюлова. Разрушение Помпеи у Брюлова предвещает грядущие российские потрясения. Религия же среди этих исторических бурь не то что исчезает, но в свою очередь обращается в романтическую мечту, как в малую фигурку, почти в пейзажную точку, обращается Христос в знаменитом полотне Александра Иванова. Как все соединить, как связать разные виды красоты, красоты пророческой, таинственной и в то же время повседневной и земной.
Для иконописцев все было просто, являясь предметом мистического откровения. Теперь все невероятно сложно. И картины, равно как и архитектура тех лет, предстают свидетельством этой драматической сложности. К концу Золотого века, а царствование Николая I означает именно его конец, масштабы архитектурных образов отнюдь не уменьшаются. Напротив, они еще более возрастают. Возводятся Исааки и храм Христа Спасителя, ставшие самыми большими храмами России. Их грандиозность по-своему утопична, хотя эта утопия демонстративно обращенная уже не в будущее, а в прошлое. Романтическая мечта переходит в романтические сны. Сны о величии Рима или Византии. Стихия романтизма еще дрожит и плещется, как море на полотнах Айвазовского. Но она уже уходит куда-то вдаль, как эти живописные моря. Решающее слово переходит к реализму, стилю куда более суровому и земному. Вторая половина века в России все меньше напоминает золотое столетие. Свершилось освобождение крестьян. Нарастает волна революционного террора, жертвой которого падет царь-освободитель Александр II. Приходит новый человек, революционер-нигилист, который не знает пощады в борьбе за светлое будущее. Под пестрым покровом комического времени, так тоже называли эту переходную эпоху, проступает темная пустота, которая зияет своим отсутствующим центром. Именно так, от пестрой иронии к темному ничто, и развивается трагикомическое искусство Павла Федотова. Искусство сбрасывает роскошные покровы, и вместо сияющих солнечных далей мы видим леденящий холодный закат последнего кабака у заставы. Самые славные, воистину эпохальные произведения излучают уже не светлую гармонию, а острую тревогу. Излучают накал драмы идей. Художественная романтика, равно как и пережитки классицизма, все заметнее вытесняются гораздо более драматичным стилем, который принято именовать реализмом. Академические программы с их выспренной патетикой вызывают у молодого поколения активный протест. И после бунта 14, устроенного рядом выпускников Академии художеств, организуется независимое товарищество передвижных художественных выставок, в деятельности которого принимают активное участие ведущие мастера эпохи: Крамской, Перов, Куинджи, Репин, Суриков и другие. Таким образом, в России впервые возникает мощная арт-группа, являющаяся крупным сообществом единомышленников, предполагающим путем устройства передвижных выставок самостоятельно моделировать процесс развития изокультуры по всей стране. Центральное место на их выставках заняли жанрово-бытовые мотивы. Вся Россия, запечатленная в ее многоликой повседневности. По своей популярности живопись занимает теперь ведущее место среди пластических искусств, оттесняя на задний план даже архитектуру. Мощно обновляется историческая и религиозная живопись. Особую роль здесь сыграли картины Ге, которые выделяются своими сильными светоцветовыми эффектами, придающие мотивам русской или евангельской истории волнующую актуальность. Крамской в своем знаменитом «Христе в пустыне» также стремится связать религиозную тему
социально-нравственными поисками своих современников. Новый расцвет переживает портретная живопись. Перов, Крамской, Репин и другие мастера создают массу ярких, как типажных, так и остро индивидуальных портретов представителей разных сословий. Особое значение тут получают образы людей творческого труда. Романтический ореол сохраняется в полной силе лишь в портрете творческой личности. Достоевский или Толстой предстают властителями дум. Именно через их сознание постигается история. Прежде большой масштаб неизменно предполагал эпическое и, во всяком случае, поучительное содержание. Ныне же большая, хоровая, как ее называли, картина может преподать и урок совсем иного негативного свойства, подобно репинскому крестному ходу, этой панораме пестрого социального гниения и распада. Аналогичны и батальные полотна Верещагина, в которых проступают не триумфы, а смертельный ужас войны. Крупнейшими пейзажистами передвижнической эпохи были Саврасов и Шишкин. Образы природы вбирают в себя все больше пленэрных впечатлений, теснее сближаясь с реальной натурой, а с другой стороны, все чаще принимают вид обобщенно-символических суждений о России, превращаясь в своего рода живописные поэмы. И еще один шаг дальше Шишкина, и перед нами уже ночная греза, как в лунном пейзаже Куинджи. Художественная истина по-своему документальна, но дана лишь в мимолетных озарениях, в виде вспышек интуиции. Поражает искрометная сила красок в заседании Государственного совета Репина. Тут нет ни однозначной хулы, ни однозначной хвалы, хотя скрытой сатиры и явного дипломатического благодушия хватает. Тут именно мерцание истины. Той истины, что не может быть обозначено кратким словечком «да» или «нет». Также и в исторических полотнах Сурикова. Русская старина выглядит в них величаво живописной и в то же время пугает своими трагическими раздорами, на долгие века оставившими свои багровые рубцы. Истина же в конечном счете подобна зыбкому пламени свечи в руке стрельца, привезенного на казнь. Она освещает красотою, но так, что из этого света нельзя извлечь простую формулу и однозначный, слишком легкий урок. Время не бывает просто нейтральным фоном искусства. Последнее всегда символически выражало и преображало в себе историю с откровенностью, неведомой никаким самым точным документом. И, быть может, наиболее причудливой и живописной эта художественно-историческая откровенность была в России. Предреволюционное десятилетие – прекрасная эпоха России, ее серебряный век были периодом расцвета стиля модерн и символизма. Мысль, естественно, притворялась в искусство, а искусство в мысль, открывая рубеж вечных символов и тайн бытия.
С годами крепла уверенность в том, что великая сила красоты должна стать творчеством жизнестроительным, активно совершенствуя окружающий мир. Архитектура русского варианта стиля модерн полна контрастов реальности и грезы. Российский капитал, выходящий на одно из первых мест в мире, находит в изысках и капризах модерна свое весьма откровенное выражение. Это большой стиль больших денег. В таких очагах русского модерна, как Абрамцево, сложились целые архитектурные островки, феерически сказочные, фольклорные по своему декору. Залогом высокого мастерства кажется уже не тенденция, то есть социальный комментарий к жизни, а творимая легенда с былинными богатырями и героями сказок, устремленными в неведомые края. Даже религиозное искусство с его строгими византийскими канонами впитывает черты модерна, где церковный устав соседствует с романтической грезой. Древние предания и поверья угадываются в природе, образы которой никогда еще не достигали столь пронзительного лиризма. Пейзаж предстает не просто красивым видом, а духовным откровением. В нестеровском видении отроку Варфоломею, будущему Сергию Радонежскому, именно пейзаж, написанный в окрестностях Абрамцева, придает картине особое очарование. Очарование мистическое, в какой-то мере небесное, но в то же время и трогательно земное. Этот лиризм достигает апогея в полотнах Исаака Левитана. Его мотивы, при всей их поэтической, даже музыкально-поэтической возвышенности, вполне достоверны и типичны. И лирика эта не только радует глаз, она включает в себя подвижную гамму чувств, то радостных, то скорбных. Красота модерна полна неизъяснимых контрастов, как во врубелевском «Демоне», серии картин, где красочное великолепие стремительно, в темпе крещендо, нарастает, с тем, чтобы к финалу, в «Демоне поверженном», обратиться в хаос цветных осколков. Новый стиль в равной мере ласкает глаз и остро будоражит сознание. Портреты мягко чаруют, но вдруг настораживают гротескным изломом. Сквозь тело внезапно просвечивает скелет, а сквозь лицо — череп. Художественные произведения буквально набухают декоративной роскошью. Новое искусство упоительно цветет. Но цветет, как пышные розы коровина, на последней грани перед увяданием. Или даже по ту сторону этой роковой черты, как у Борисова-Мусатова. Художники ищут опоры в культуре былых времен. Однако и там, в воссозданном прошлом, царит не классическая ясность, а смутный дух трагического маскарада. Маска — это ключевое слово времени и, собственно, его главный герой. Недаром именно театральное искусство организует вокруг себя, как в русских сезонах Дягилева, самые блестящие художественные начинания эпохи. Эпохи, которую позднее назовут «Серебряным веком». В образах вновь, как и в XVIII столетии, доминирует тонус театра жизни,
лукаво скрывающего ту границу, где кончается искусство и начинается реальность. Но уже практически ничего, даже отдаленно, не напоминает той оптимистической уверенности, которой был полон век Просвещения. Правда, человек-артист свободно путешествует во времени и пространстве, оказываясь то на лоне первозданной природы, то в Древней Руси, то в старинной усадьбе. Результатом же путешествий в прекрасном оказывается лишь собрание цветных миражей, зыбких видений и снов. Созвездия снов, которые могут многому, весьма многому научить того, кто умеет читать их смысл, но отнюдь не способны служить строительным материалом для будущего. Первые десятилетия XX века в России произошли, как известно, целых 3 политических революции. Но еще больше переворотов было в сфере искусства. Причем начались они сразу же после Первой исторической революции, после восстания 1905 года. Именно в этот период громко заявил о себе русский художественный авангард. Сперва у мастеров «Голубой розы». Прежняя традиция модерна, вроде бы следует привычным путем, блуждая среди грез и видений. Но вглядимся пристальней и увидим резкий поворот. В картинах происходит по сути то же, что в поэзии Александра Блока, где мистическое действо, теургия, как любили говорить в ту пору, оборачивается кукольным балаганчиком. Волшебное зрелище рассыпается, словно погасший фейерверк. Живописная плоскость рождает образы буквально у нас на глазах, превращаясь в рабочую мастерскую, куда запросто можно войти. Войти с улицы, буквально из толпы. Недаром художники теперь так ценят народный примитив, лубок, расписную вывеску, даже заборные надписи и рисунки. Возвращаясь к миру простых и грубых вещей, авангардное искусство гордо утверждает независимость или, как говорили футуристы, самовитость своего языка. Однако же русское искусство отнюдь не отказывается от роли высшего судьи. Не ограничиваясь чистым созерцанием, оно по-прежнему вершит суд над жизнью. И вынесенный приговор оказывается весьма суровым. Святая Русь в ее земном облике рушится на глазах, подобно тому, как рушатся московские храмы в красочном землетрясении картин Лентулова. Тени исторического прошлого мелькают в живописи Кандинского, словно обломки, рассеянные взрывом. Но авангардное искусство действует все же скорее не как взрыватель, а как, по словам философа Сергея Булгакова, мировой сейсмограф. Оно пророчествует, подобно крылатым часам на картине Марка Шагала. Тем часам, что отмеряют последние сроки. Самым же монументальным свидетельством времени стал «Черный квадрат» Казимира Малевича,
Это, по словам автора, лицо современного дня, которое не исчезнет в пыли столетий. Оно действительно не исчезло. Этот образ стал знаменитой, всемирно знаменитой русской картиной XX века. Византийская Русь дала миру Троицу Андрея Рублева. Новая же Россия — черный квадрат Малевича. Ничего более несхожего, более контрастного не придумаешь. Лишь одна общая мера роднит оба произведения. Это высшая мера художественной честности. Историческая революция значительно запоздала, разразившись через 10 с лишним лет после начала революции художественной. Но так или иначе, октябрь наступил. Многим тогда казалось, что Россия пересекла роковую черту, однако она не стала духовной пустыней. Искусство никуда не исчезло. Действительно, многие художники служили новой власти не за страх, а за совесть, активно участвуя в плане монументальной политической пропаганды, который выдвинули Ленин с Луначарским. В образах Татлина, Родченко, Лисицкого, не говоря уже о Малевиче, мотивы грандиозной исторической катастрофы выглядят как великая творческая стихия. Стихия, из которой нарождаются новые планеты. Революция приплывает на Землю, словно космический красный квадрат на рисунке Лисицкого. Однако при всем своем левом энтузиазме авангардное искусство отнюдь не раболепствует, в лучших своих образах оставаясь свидетелем достаточно строгим и независимым. Задуманный Татлиным проект величайшего революционного монумента неожиданно напоминает покосившуюся Вавилонскую башню. Символика кристаллических фантазий Филонова будоражит ум своим тревожным двусмыслием. Его мировой расцвет предстает скорее мировым окаменением. Произведение существует в своих автономных или параллельных мирах, которые очень нелегко приручить. Прошлое вроде бы решительно отвергалось, но оно все равно оживает в массе поэтических образов, авторы которых любуются символами русского православия либо просто патриархальным сельским пейзажем. Космический пафос великого русского эксперимента всюду дает о себе знать, не только в авангардных, но и в более традиционных вещах. Но свобода искусства предполагает его многозначность. И в самых простых мотивах, как в красной, кроваво-красной мебели Фалька, порой проступает острый трагизм. Или, иными словами, чувство трагического времени, его критическая красота. Революция, титаническая энергия которой была направлена на то, чтобы все упростить, направив по общему пути к светлому будущему, на деле все невероятно усложнила. Провозглашается новая экономическая политика. Политика в сравнении с прежним военным коммунизмом более либеральная.
Власти высказываются за свободное соревнование различных группировок и течений в культуре. Однако, вопреки подобным декларациям, крепнет цензурный механизм, все более ограничивающий творческую мысль. Критическая и сложная красота, красота, наводящая на тревожные думы, расценивается как недопустимое, как тогда выражались, подмигивание классовому врагу. Официально поощряются картины с плакатной четкостью, выражающие генеральную линию партии. Таковы произведения лидеров Ассоциации художников революционной России. В самом рычании этой аббревиатуры «АХР» слышится непримиримость к идейному инакомыслию. У советской власти пока нет безусловных фаворитов. Ахровцам с их ориентацией на традиционную картину в духе передвижников противостоят авангардисты, учредившие левый фронт искусств. Их лозунги производственного искусства, призванного идти на смену картине, активно воплощаются в жизнь, приводя к расцвету современного дизайна. Российские авангардные афиши, реклама, фотография, эскизы ткани тех лет прочно вошли в золотой запас мировой культуры. Не менее впечатляют и успехи новой архитектуры. Тогда казалось, что именно в ее строгих и четких формах нагляднее всего угадываются контуры завтрашнего дня или, как писали в газетах, зримая поступь социализма. Разнообразие группировок органично сочетается с богатством артистической фантазии. Текущая история, как в картине Редько «Восстание», выплывает к зрителю в виде черного гротеска. Столь же мрачными зачастую предстают и индустриальные мотивы, скорее перемалывающие человека, чем, как полагалось по марксистской мифологии, героически возвышающие его. Сельская же жизнь выглядит оцепеневшей в предчувствии сплошной коллективизации, с одинокими фигурами крестьян на фоне пустых полей. Даже во вполне лояльных образах нет-нет да проглянет театральная ирония, наглядно подвергающая сомнению окружающий мир и его героев. Не следует угадывать здесь, следуя официозной критике, какую-то скрытую контрреволюцию. В подавляющем большинстве случаев речь шла об обычных гражданах, занятых художественным трудом, либо даже об энтузиастах нового строя, таких, какими были Платонов в литературе, Лисицкий в дизайне или Филонов в живописи. Однако всякое полноценное, не погубленное агитационными штампами произведение неизбежно наращивало критический потенциал, который постоянно проступал даже вопреки сознательной воле автора. На рубеже 20-30-х, когда Сталин окончательно сосредоточил в своих руках всю полноту власти, идея мировой революции подверглась решительному пересмотру. Прежде России отводилась лишь роль детонатора социальных потрясений, которые должны были завершиться на Западе и там найти свой мировой центр. Отныне же таким мировым центром призвана была стать Россия и, соответственно, ее столица Москва. Сталинская геополитика чем-то напоминала идею Москвы как Третьего Рима, но Третьего Рима уже целиком безбожного. Ведь религия оставалась идейным врагом номер один. Храмы всех конфессий беспощадно разорялись, а часто и уничтожались. Вся страна покрылась руинами церквей и монастырей.
Зато новая архитектура, в первую очередь в Москве, поражала своей пышностью. В этих зданиях проступали реальные контуры Сталинской империи. Империи жестокой, но величественной. На смену авангарду пришли античные традиции, восходящие к Греции, Риму, Египту, порой даже к Древней Мексике, как в случае с мавзолеем Ленина, выстроенным в форме мексиканской пирамиды. Высшим же образцом, а на тот момент и самым высоким сооружением на Земле, должен был стать гигантский Дворец Советов. Вселенских масштабов утопизм сочетался с микроскопически тщательным цензурным контролем. Никогда еще искусство не окружалось столь пристальным вниманием. Порой сам товарищ Сталин придирчиво просматривал собственные портреты, оставляя на них критические пометки. Великий вождь и учитель любил искусство большого стиля, монументальное, ясное, незамутненное борьбой разных течений. Поэтому прежние группировки были распущены, и общей нормой провозглашен социалистический реализм. Сперва кажется, будто в культуре тех лет воцарился некий блаженный восторг. То ли маскирующий подпольный страх, боязнь репрессий и, следовательно, неискренний, то ли восторг вполне натуральный. Ведь люди и вправду верили вождю, заявившему, что жить стало веселее. Как было не верить? Ведь лучшим аргументом служило советское искусство, где развернулась мощная агитация за это иллюзорное счастье. Ограбленные коллективизацией нищие крестьяне в картинах пировали на красочных колхозных праздниках. Народы Советского Союза кружились в веселой пляске, вроде бы напрочь забыв о своих исторических распрях. Соцреалистическая интеллигенция нежилась в роскоши, обдумывая партийные директивы. Вся эта страна героев озарялась ярким полуденным солнцем, а свысока на нее ласково взирал великий вождь, который и был, собственно, главным художником этого райского спектакля. Многие же лучшие вещи тех лет вообще создавались приватно, без всякой надежды на то, что их увидит публика. Так Малевич создавал свой тоскливый и одинокий Красный дом. Как бы художников ни гнали в золотую клетку парадных выставок, они упорно отстаивали свой духовный суверенитет, который мог быть выражен тайным намеком, смутной фантазией, лукавой аллегорией. Либо, наконец, просто образом человека, известного своей несгибаемой честностью. Таков знаменитый ученый Иван Павлов на картине Нестерова, где лишь судорожно сжатые старческие кулаки выдают цену внешнего спокойствия. Так Павел Корин писал портреты для своего реквиема, задуманного как трагический мемориал русского православия. Короче, из художников никак не выстраивалась монолитная армия тружеников резца и кисти, которые бы не ведали никаких тайных сомнений.
Искры новой искренности озарили искусство военных лет. Да и стиль «Триумф», ведущий стиль первого послевоенного десятилетия, никак не назовешь чисто иллюзорной агитацией. Он весь переполнен скорбной памятью о миллионах и миллионах жертв. Но, увы, тут же наплывали новые волны официозной фальши. Все круче затягивались идеологические гайки, дабы военный энтузиазм не перешел в дерзкое вольномыслие. Все правдивое, а тем паче художественно правдивое, всегда загадочно. Даже официальное искусство послевоенных лет с его триумфальным стилем чарует своей языческой мистикой, заключая в себе частицу тайны и, следовательно, частицу правды. Таков знаменитый фонтан дружбы народов. Ведь чем больше им любуешься, тем крепче убеждаешься, что перед тобой лишь золоченая мечта. Дороже всего оплачивались не лучшие, а худшие вещи. Отсюда горькая шутка Катаева о мавизме, или по-русски плохизме, как самом выгодном стиле эпохи. А настоящее искусство? Что ж, оно вновь уходило в мастерскую, по сути в подполье, в узкий круг родных и друзей. Для малого круга друзей, почти что для одного себя, писались подснежники Татлина, или библейские эскизы Штернберга. Но это не камерные забавы. Это творчество, в котором дышит почва и судьба. В искусстве не прятались, благодаря ему нравственно выживали, и поэтическая строка Пастернака великолепно это настроение передает. Борьба за искренность в искусстве была, по сути, борьбой за качество. Примером часто служили старики, которые еще помнили Серебряный век. Связь с русским модерном проступила и в мощной волне национально-романтических мотивов. Средневековое искусство обрело новую актуальность, и иконы, эти черные доски, вновь, как и в начале XX века, стали предметом уже не только религиозного, но и страстного эстетического культа. Молодежь чувствовала себя на распутье. Главным руслом поисков стал суровый стиль, который снимал пелену с глаз, привыкших к радужным, райским иллюзиям. Суровые полотна нередко вызывали зрительский шок и ярость официальной критики. Неофициальное русское искусство, долгие годы замкнутое в стенах мастерской, упорно пробивалось к публике. В нем тоже было немало национального романтизма, но еще более импульсивно-лирического и сказочно-странного. Формировались новые варианты авангардных течений, на которые в период диктатуры соцреализма был наложен строжайший запрет. В моду вошел сюрреалистический гротеск, поэтика карнавала, открывающего запретные зоны реальности. Этот карнавал, сперва подпольный, неофициальный, с годами выплеснулся наружу, воплощая характерные ритмы времени, которое было по-своему сюрреальным. Картины излучали таинственные пророчества. Искусство зримо пересекало какой-то неизъяснимый рубеж, упиваясь мотивами волшебного полета. Полета традиционно сказочного, либо решенного в духе иронического театра абсурда. Так что, когда перестройка началась, казалось, будто она буквально до мелочей предсказана искусством.
С распадом советской системы, а соответственно и с окончательным упадком одряхлевшего соцреализма, панорама художественной жизни стала еще более живописно-многослойной. В хронологических таблицах все чинно следует друг за другом. Смерть Сталина, оттепель, застойное время, перестройка. Но история культуры резко отличается от истории как таковой. Тот четкий художественный фокус, что позволяет нам как бы видеть время, годы 50-е, 60-е и так далее, все со своим неповторимым колоритом, отнюдь неравнозначен абсолютной ясности. Спасает ли красота мир? Сейчас на этот традиционно русский вопрос уже никак не ответишь однозначно. Очевидно лишь одно. Она продолжает свою летопись, слагая ее в образах искусства. В образах, которые, подобно прожекторам, освещают в равной мере и прошлое, и современность.